Привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим, как кормят в поезде дальнего следования российской железной дороги. Причем вагон будет не простой, а так называемый СВ-вагон, что расшифровывается как спальный вагон. Ехать мы будем по направлению Москва-Анапа. Для начала давайте глянем, сколько стоит билет в вагон СВ. Надо заметить, что цены на билеты не являются фиксированными. Они могут меняться в зависимости от даты и от спроса. Например, если мы посмотрим на цену билета на поезд, который отправляется 5 марта, то цена на СВ будет от 15 343 рублей. Причем цена в вагон-купе почти в 4 раза ниже. Посмотрев цену на середину апреля, купе стоит примерно столько же, а вот СВ почти на 4000 дешевле. В конце мая СВ стоит еще дешевле, а вот купе наоборот подорожало. Для начала давайте рассмотрим само купе. Как мы видим, оно двухместное. Верхние полки отсутствуют. Все купе в данном вагоне считаются повышенной комфортности и относятся к первому классу. На полу лежит фирменный коврик. Имеется кондиционер. Спинки у диванов очень высокие и смотрятся не особо пропорционально. Одежду можно повесить на вешалке, а багаж убрать под диван. На окне висят две красные занавески, и само купе довольно-таки светлое. Над входной дверью висит телевизор, а на верхней полке лежат 4 подушки. В купе нас встречает стол, на котором лежат газеты, стоят 2 бутылки с минеральной водой, 2 пустые чашки и небольшие корзинки, в которых виднеются плитки шоколада. Давайте более детально рассмотрим, что же находится в одной из корзинок. 2 пакетика с чаем, один черный, другой зеленый, плитка элитного шоколада, 2 пакетика с сахаром. Так как чашка уже предоставлена, то можно налить в нее кипяточка и заварить чайку. В корзинке лежал еще один пакетик, в котором оказались бумажная салфетка, зубочистка и влажная освежающая салфетка. Также еще полагается освежающая мятная конфета. По вкусу она не особо сладкая. Из напитков присутствует бутылка с минеральной водой, но это был, так сказать, сухпайок. В скором времени проводник принес меню, которое идет специально для пассажиров вагона СВ. Стоимость еды из этого меню уже включена в стоимость билета. В меню указано, что это ужин. Блюда предлагаются на выбор, например, закуска или первое блюдо. Могут принести рыбную закуску, как я понял, это набор из семги и масляной рыбы. Либо можно заказать сырную тарелку с грецким орехом и медом. Либо взять борщ с говядиной, зеленью и сметаной. Из горячего можно заказать форель, запеченную с картошкой. Либо бифстроганов из индейки с картофельным пюре. На десерт полагается фруктово-ягодная тарелка и шоколад. Попить можно выбрать 2 напитка. Это лимонад, либо минеральная вода, либо сок. Меню, кстати, еще дублируется и на английском языке. Есть меню и для вегетарианцев, но здесь, по сути дела, и есть-то особо нечего. Для пассажиров с детьми можно заказать детский ужин. Хоть это называется ужин, но еду принесли уже в 3 часа дня. Вот таким образом выглядит ужин на двоих. Из мучных изделий принесли 2 булочки. Из столовых приборов подали вилку и ложку, завернутую в салфетки. Так выглядит бефстроганов из индейки с картофельным пюре. Подается это блюдо с маринованным огурцом и зеленью. Пюре на внешний вид выглядит хорошо, без комочков. По вкусу мне понравилось. Кусочки индейки были посыпаны перцем, но острота во вкусе не особо ощущается. Само мясо мягкое и вкусное. Огурец мне тоже понравился, только вот зелень была местами желтоватой, а в целом блюдо неплохое. Хоть в меню был указан борщ, но по факту принесли щи. Сверху видно, что еще добавили сметану и зелень. Принесли щи в горячем виде и в глиняном горшочке. Как мы видим, щи очень густые, капусты не пожалели, и даже мясо кусок приличного размера. Щи оказались очень даже вкусными. Так выглядит рыбная закуска. Состоит она из 3 кусочков слабосоленой семги и 2 кусочков слабосоленой масляной рыбы. Также еще положили очень стрёмный кусочек лимона и консервированные маслины. Семга, как мне показалось, свежая и довольно-таки вкусная. Масляная рыба внешне чем-то напоминает кусок сала. Надо сказать, что это очень жирная рыба, но семга по вкусу все-таки вкуснее. Так выглядит форель, запеченная с картофелем. Но как мне показалось, картошка это не запеченная, а скорее отварная.
По вкусу картошка как картошка. Поначалу я подумал, что это рыбная котлета, но присмотревшись, отчетливо видно, что это настоящее филе форели. Приготовлена рыба хорошо и по вкусу мне понравилось. Так выглядит фруктово-ягодная тарелка. Состоит она из нарезки апельсинов, яблок и винограда. Еще на десерт принесли плитку шоколада. Попить принесли сок, кстати, неплохой, и минеральную воду. В общем и целом, еда, включенная в стоимость билета, оказалась очень даже хорошей и вкусной. Но так как ехать почти сутки, то этой еды, конечно же, маловато. Поэтому у проводника можно попросить меню с дополнительным обедом, ужином и завтраком. Причем приносят сразу два меню. Одно рассчитано на понедельник, среду, пятницу и воскресенье, а другое на вторник, четверг и субботу. Меню включает в себя стандартный рацион, вегетарианский рацион и детский рацион. Так как был понедельник, то на обед можно заказать закуску из перца с сыром фета, суп-лапшу куриную и свиную отбивную с жареной картошкой. И обед такой стоит недешево, целых 509 рублей на человека. Так выглядит суп-лапша куриная. И надо сказать, курицы не пожалели, как, впрочем, и лапши. Сам по себе суп вкусный, но вот кусочки курицы мне показались слишком переваренными. Так выглядит закуска со сладким перцем и сыром фета. Но как мы видим, сыр здесь совсем не фета. Это обычный твердый сыр. Сыра положили немало, и как мне кажется, если съесть это все за раз, то будет слишком жирно. Так выглядит свиная отбивная с жареным картофелем и маринованными огурцами. Красненькая жидкость – это кетчуп. Картошка оказалась немного сыроватой. Кетчуп по вкусу очень острый и, думаю, понравится не всем. Отбивная прожарена хорошо, мясо мягкое и вкусное. Маринованные огурцы немного веловатые, но по вкусу нормальные. Теперь давайте для сравнения рассмотрим вегетарианский обед. Он хоть и без мяса, но стоит тоже 509 рублей. Это, по-моему, несправедливо. Так выглядит овощное ассорти. Состоит оно из свежих огурцов, помидоров и сладкого перца. Еще добавили несколько маслин. Все овощи свежие и хорошего качества. Это суп-лапша грибная. Суп довольно-таки густой, и всех ингредиентов положили вполне приличное количество. По вкусу суп мне понравился. Это запеченные овощи. В состав входят цукини, картошка, болгарский перец, морковь, помидоры тут свежие. Само по себе блюдо сытное, так как в него добавили приличное количество растительного масла. По вкусу вполне неплохо. В общем и целом можно сказать, что обед неплохой. Надо заметить, что скорость поезда временами приличная и составляет более 100 км в час. Теперь давайте рассмотрим ужин. Стоимость его составляет 438 рублей. В состав должна войти овощная закуска, а также куриный шашлык с отварными макаронами. Ужин принесли около 8 вечера. Так выглядит куриный шашлык с макаронами и луком. Макароны спиралевидной формы, сварены хорошо. На поверхности куриного шашлыка видно очень много перца. Но на самом деле это никакой не шашлык, а просто мясо, приготовленное с помощью электрогриля. Мясо прожарено хорошо, но слишком сухое, поэтому по вкусу оно мне не особо понравилось. К этому блюду опять-таки налили очень жидкий красный острый кетчуп, да еще довольно обильно посыпали острым свежим репчатым луком. В общем, если вы не любите острое, то вам это блюдо точно не подойдет. В качестве овощной закуски принесли нарезку из огурцов, помидоров и болгарского перца. Теперь давайте посмотрим, чем же кормят на ужин вегетарианцев. А предлагают им итальянский салат и овощи, жареные на сковородке. Так выглядит итальянский салат. Состоит салат из свежей капусты, помидор, болгарского перца, маслин, виднеется зелень петрушки и укропа. Заявленной консервированной кукурузы я не обнаружил. Заправлен салат растительным маслом. По вкусу неплохо. Возможно, вместо кукурузы положили кусочки свежего огурца. Это овощи, жареные на сковородке. В составе овощей кабачки, картошка, помидоры, стручковая фасоль, тушеная капуста, морковка и зелень. Овощи вкусные, но вот уж чересчур жирные. Масло не пожалели при обжарке. Мне кажется, что вегетарианцы предпочитают более здоровую еду, а не такое жирнющее блюдо. Каждому пассажиру выдается вот такой сверток. Давайте посмотрим, что находится у него внутри.
Внутри мы видим тапочки, и надо сказать, что они довольно-таки неплохие. По крайней мере лучше, чем дают в обычном купе. Ложечка для обуви, освежающая салфетка, мыло, расческа, зубная паста с зубной щеткой и губка для обуви. Купе хоть и без верхних полок, но лестница все-таки присутствует. Хорошо, что она складная и не особо мешает. Если диван разложить, то он превращается вот в такую кровать. А в спинке дивана есть встроенные полки. В средней полке оказалось полотенце. В купе есть розетка, поэтому зарядить телефон не составит труда. Интересно, а что же по телеку здесь показывают? Всего оказалось 3 канала. Один канал с юмористическими передачами, другой канал про работу проводников в РЖД, по 3-му каналу крутят советское кино. Если вам что-то понадобится, то достаточно нажать кнопку и вызвать проводника. В вагоне есть душ, поэтому можно помыться, заплатив 150 рублей. Если вы хотите, чтобы проводник сделал уборку, то можно повесить на дверь табличку, либо можно повесить такую табличку, чтобы вас никто не беспокоил. Ехать остается совсем недолго, и скоро должен быть завтрак. Стоимость завтрака 377 рублей. Принести должны сэндвич с колбасой и рисовую кашу на молоке с курагой. Сэндвич с колбасой сделан в виде гамбургера. Внутри мы видим кусочек колбасы, листик пекинской капусты, еще кусочек колбасы и кетчуп с майонезом. Колбаса, правда, нарезана как-то уж очень небрежно. Это молочная рисовая каша. Каша довольно густая. Сверху виднеется растопленное сливочное масло. Но вот только кусочков кураги я в каше не обнаружил. Хотя, в общем, по вкусу каша неплохая. Вегетарианцам должны принести салат из свежих овощей и рис с овощами. Как мы видим, салат из свежих овощей обильно посыпан зеленым луком. Состоит салат из огурцов и помидоров, заправлен растительным маслом. Не знаю, зачем положили столько много лука. По-моему, это не всем может понравиться. Так выглядит рис с овощами. Но присмотревшись, мы видим, что это совсем не рис, а перловка. Жареные овощи опять-таки очень жирные. В общем, недостаток калорий вегетарианцам решили скомпенсировать изрядным добавлением растительного масла. В общем и целом, в вагоне СВ кормят получше, чем в купейном. Но все равно, уровень дополнительного питания меня не особо порадовал. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!